Thank you. Ого. С премиальной картой MasterCard мой уикенд всегда на высшем уровне. С тобой весело, Я знаю, Настя. Это я просто Насте показал свою бицуху. Ребята, привет! С вами Орел и Решка. И мы с Настей прилетели... Тоскану! Красивейшее место. Люди сюда приезжают для того, чтобы вдоволь насладиться, поездить, покататься по этому региону, попить вина. И сегодня мы с тобой не только будем бороться за что? За безлимитную карту, но и... За право на погоду, потому что мы ожидали солнца, а здесь немножечко пасмурно. Чуть-чуть нас погодка подвела. Кто-то посмотрит на Тоскану с комфортом, а кто-то нет. Орел. Решка. Привет, Тоскана. Да ну нет, Андрей, подожди, надо же монетка закрутила. Я даже удерживать не буду. Я просто Стоп! в шоке. А что стоп? Это невозможно. Ну как не одно? Бывает Это же же третий такое. город подряд. Настя, Или какой, я уже не знаменитая сбилась со поговорка. счету. Я не Евсей, что пожнешь, то и посей. Вот такая поговорка тосканская знаменитая. Я ушел. Нет, друзья, ну это нереально. Это ненормально, Андрей. Attention please, would passenger Vanderwald Конечно. please contact security. Ой, меня объявляют. Слышите? Человек с безлимитной картой. Вам, пожалуйста, вот туда. Тоскана – древний регион в самом центре Италии. Здешние пейзажи самые фотографируемые в мире. Местные шедевры архитектуры сводят с ума. А еда? Какая здесь еда! Всего за один уикенд мы увидим самые лакомые уголки Тосканы. Погнали! Сеньоры и сеньорины, все мы знаем, что Италия – это один из самых первых автопроизводителей в мире, поэтому здесь я решил взять себе местного коня. Мощного, быстрого, машину, от которой отвиснет челюсть у любого. Настоящий тигр. Балам! Конечно, я уже слышу, как вы говорите, бедняков, ну что это за драндулет, ну в самом деле, ну можно же было взять какую-то спортивную. Ребята, она будет самая популярная на дороге, я обещаю. В конце концов, понты дороже денег. А понты вот в чем. Fiat 500 Lusso – символ итальянского автопрома. Этому раритету стукнуло уже 50 лет. Поэтому и стоит он в одну цену с новеньким джипом, а ренталы сдают его туристам только в комплекте с опытным водителем. В том случае, когда надеешься, что водитель будет худенький, потому что если сядет сюда большой, я просто выпаду из этой машины. Все хорошо? Buongiorno. Buongiorno. Андрей. Giancarlo. Giancarlo, nice to meet you. Да мы просто рысачим на этой тачке, вот так вот, между машин. Все дышат нашей пылью. Я вообще переживал, что сяду в эту машину, и нас на дороге будут уничтожать. Ну, как у нас обычно. Если у тебя маленькая машина, то тебя ни во что не ставят, тебя подрезают, не уступают. А здесь наоборот, нам как-то дают дорогу. Тот случай, когда уважают возраст. Я кайфую от этой тачки, я не знаю, мне нравится очень. Так, 90 евро на 2 дня. В принципе, звучит приятно. Но хватит ли мне этих денег на весь уикенд? Многие туристы думают, что Тоскана – это дорого. Ну и отчасти они правы. Но опытный турист знает, где и на чем можно сэкономить. Например, на добирании из аэропорта. Такси. Минимум 25 евро. Автобус. 8 евро. Все, что нужно сделать для того, чтобы сэкономить, отойти 50 метров от аэропорта и пересесть куда? В трамвайчик, потому что он стоит в разы дешевле, чем такси или автобус. Всего 1,5 евро. Великолепно.
Какие красивые улочки. Посмотрите, вот мы сейчас проезжаем, моя шея работает то налево, то направо, налево, направо. Вот Италия же прекрасная. Не зря она входит в тройку самых посещаемых стран мира. То есть туристы обожают вот это Грация, перфаворе, пицца, равиоли. И возвращаются сюда снова, снова и снова. Едем, наслаждаемся, любуемся. И вы со мной. Тоскана – сердце Италии. Это десятки средневековых городов. Уютных итальянских деревушек, а между ними поля с виноградниками, оливковыми деревьями и холмы, как с картин пейзажистов. Неудивительно, что ежегодно в Тоскану приезжает порядка 25 миллионов туристов. И все туристы в первую очередь едут в столицу региона. Мой тосканский уикенд начинается с Флоренции. Флоренция – это один из самых древних и красивых городов нашей планеты. Она основана Юлием Цезарем еще до нашей эры и долгое время была европейским центром культуры и искусства. Здесь находится такое количество шедевров архитектуры, что этот город еще называют музеем под открытым небом. Все, приехали. Да, вон значок, пешеходная зона. Вообще поговариваю, что здесь, во Флоренции, самая большая пешеходная зона в мире. А я-то хотел город посмотреть на машине. Пешком это как-то не по-богатому, согласитесь. Ладно, всегда можно придумать какой-то вариант. Так, куда бы пойти, куда бы пойти? Точно. Узнаю о самых крутых местах в консьерж-сервисе MasterCard. Надо использовать все возможности. Hello, my name is Andrei. Max, Max, nice to meet you. So, guys, I want to see the sea. I want to see the sea, the city. Here is The our- city. Начинаю волноваться. I want to see the city. Is it possible? Yeah. Are you sure? for sure. Okay, let's go. I can pay for it. За мной, ребята. Обычно прыжки с парашютом выполняют над чистым полем или пустынным пляжем. Так безопаснее. А тут, во Флоренции, эти суперпрофессиональные ребята предлагают сигануть головой вниз прямо над соборами, колокольнями и шпилями города. Назад дороги нету, ребята, все, мы взлетели. В такие моменты вам становится все равно, как выглядит город с высоты 3000 метров. Тело сковывает страх. Единственное желание — вернуться на землю. И тут инструктор дает команду готовиться к прыжку. Чтобы насладиться Флоренцией с высоты птичьего полета, не обязательно арендовывать вертолет. Достаточно просто прийти на площадь Микеланджело и насладиться сполна. И не мешать людям фотографироваться. Извините, ради бога, там есть еще место, где я могу посмотреть на площадь. Эта площадь – главная смотровая площадка Флоренции. Именно с нее делают фотографии для открыток. Но открытки стоят денег, а эта потрясающая панорама бесплатна.
прошу там, ребятушки, а что вы делаете сейчас? Ребята, это лучший полет в моей жизни. Это потрясающее ощущение. Это нереально круто. Дорогие мои телезрители, это просто круто. Я вам говорю, это самый лучший полет в моей жизни. Потрясающее ощущение. Это стоит сделать и стоит попробовать. Да, Андрюша, так и знала, что город ты людям не покажешь. Придется, как обычно, делать все самой. Флоренция считается одним из самых уникальных городов мира. Почему, спросите вы? Да потому что здесь каждая плиточка, каждая улочка, каждое здание практически творение искусства. Или как это сказать? Произведение. Произведение искусства. А все дело в том, что в этом городе жили и творили известные итальянские скульпторы, архитекторы и художники. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Донателло, Боттичелли и многие другие. Большинство местных достопримечательностей – их рук дело. Слушайте, да это же сплошнейший unbelievable. Amazing. Каждый раз, когда я смотрю на такие великие произведения искусства, у меня возникает один вопрос. Как это было возможно? Какой титанический труд? И вообще, какие искусные мастера работали над этим? Просто, правда, невероятно. До мелочей. Но оказалось, что вся эта красота может быть опасной. Если вдруг вы начинаете делать странные вещи, у вас кружится голова, у вас учащено сердцебиение и вам тяжело дышать, поздравляю, вас настиг синдром Стендаля. То есть здесь так красиво, что плохо. Синдром Стендаля – доказанное учеными психическое расстройство. Оно возникает у туристов именно во Флоренции. Впервые было зафиксировано у писателя Стендаля. Красота города и шедевры искусства просто свели его с ума. Жизнь показалась никчемной, закружилась голова и начались галлюцинации. После подобные состояния стали замечать у многих гостей Флоренции. Поэтому сегодня в историческом центре круглосуточно дежурят скорые, а работников музея учат, как распознать и оказать помощь пациентам с синдромом Стендаля. Кстати, флорентийцы не подвержены этой болезни. У них с детства иммунитет к прекрасному. А вот мы с вами, ребята, в зоне риска. Поэтому пора покинуть Флоренцию. Тем более впереди у меня еще весь регион. Очень красиво. Ну а мне, чтобы познакомиться с регионом в целом получше, нужно сменить коня. Это, конечно, побольше чуть-чуть. Hello. Я отправился в удивительное место, куда не пробраться на маленьком авто и не дойти пешком. И называется оно «Пещеры Каррары». Сверху кажется, что ты попал на другую планету. Ну, либо на съемки какого-то фантастического фильма о древней цивилизации. Или в сказку о Снежной королеве и ее замке.
Но на самом деле это карьер, в котором добывают мрамор. Это, кстати, один из самых больших бассейнов мрамора в мире. И вот эти красоты, которые находятся во Флоренции, многие из них сделаны как раз из этого мрамора. Мрамор здесь добывают не простой, а самый дорогой в мире – белый, каррарский. Его уникальная особенность – он настолько белоснежный, что аж светится. Но туристов сюда привозят не мрамор покупать, а любоваться удивительной красотой этого места. Такое крутое. И все это граничит, посмотрите, вот горы по заднему плану, зеленые, туман, эти облака. Но это очень красиво. Я когда сюда ехал, я так, скептицизм во мне был. Думаю, ну что я там не видел, какой-то карьер, какие-то камни, что-то будут там добывать. Приехал сюда, я обалдел. Как ребенок продолжаю играться с эхо. И вот из-за того, что здесь никого нету, я один, мне кажется, на всем этом карьере. Техника стоит, но рабочих я не вижу. Еще более эпичное ощущение. То есть какой-то фантастический фильм. И сейчас где-то там: заткнись, ты уже достал орать, дай поесть нормально, у нас обед. Пока это не сказали, предлагаю уходить. Если вы ограничены в бюджете, это не значит, что вы можете быть ограничены в передвижениях по Тоскане, потому что за 35 евро можно арендовать вот такой вот прекрасный байк. Италия – родина легендарных мотороллеров Веспа. Такой байк здесь есть у каждого второго. Поэтому и цены на их аренду вменяемые. Так что теперь без проблем смогу объехать весь регион. Ну, как говорится, с Богом! Господи, мать моя Божья, Матерь моя. Ой, Санька, вот это мы, конечно, зря затеяли. Ну что, Тоскана, встречай Настюшку драйвера. Сейчас я ваши все красоты тут смотрю от и до. А я, снова пересев на своего итальянского жеребца, продолжил изучать окрестности Тосканы. И приехал на винодельню Рокко ди Фрасинелло. Ай, хорошо, солнышко вышло. Если погода тут в Тоскане, как вы поняли, меняется по 4 раза в день, то вот с напитками все прекрасно. Стабильность. Винишко было, есть и будет. И прямо сейчас у меня обязательная программа любого туриста. Посещение винного погреба. Нравится мне тут. Винодельня Рокко ди Фрасинелло – одна из самых больших и самых необычных в Тоскане. Ее внешним видом занимался один известнейший современный итальянский архитектор. Особая гордость винодельни – винный погреб на 2500 бочек, который построили в форме древнеримской арены. Вау! Я обожаю те места, где впечатление от увиденного в разы больше твоих ожиданий. Ну, думал я, приеду я в погреб, посмотрю. Ну что, я в винных погребах-то не бывал. А нет, ребята, в таких не бывал. Крутяк! Когда стоишь посредине, кажется, что ты на сцене в окружении тысячи внимательных зрителей. Здесь потрясающе пахнет вином. Настолько круто, что кажется, что... у меня ассоциация, будто их распыляют. Вот эти все запахи с разных уголков, и поэтому такой гармоничный, один общий классный запах, пьянящий. Здесь очень вкусно пахнет. И вот эти бочки одинаковые, деревянные, красивые, все очень стильно. Вот эти люди, они умеют продавать свой товар. Я здесь, и мне хочется что-то купить. Это очень классно для бизнеса. Кстати, о купить. Богатые и очень богатые специально для вас. Эксклюзивчик. Дегустация. Но не простая дегустация. Прямо сейчас я
буду делать для себя вино. Ну вот как сейчас модно, все селебы у нас делают духи, какие-то, линию одежды. Все в прошлом. Мое личное винишко. Ивлеева, как дела? Для этого нужно выбрать вино из 3 бочек. This one and I'll show you. This. Вина в бочках разные и отличаются по вкусу, но если их правильно смешать, то напиток может стать еще более насыщенным и ароматным. Такая смесь нескольких видов вина называется купаж. Такую химию я бы любил в школе. Тоже мензурки, всякие колбочки. Оп. Yes. So, this is the result of our job. Окей. Пахнет Beautiful интересно. flavor. It's a blend of Sangiovese, Cabernet, and Merlot. Actually, I like how it tastes. But if I don't like, what we gonna do? We'll try Another trial. till that time, till I like it, right? Till you like. То есть можете хоть сутки выбирать, но никто не остановится, как я понял сейчас в разговоре, пока заказчику не понравится тот вкус, который в итоге получится. Мне кажется, это прикольная штука. Что, можешь сказать, что мне не нравится? I don't like it. Да, но хочется чуть-чуть кислее. Давайте еще что-нибудь поищем. Yes. Bingo. I like it. Вот, видите, вот это уже хорошо. После того, как вы определились, вам сразу же закрывают одну бутылочку, как пример вашей партии вина. А остальным дадут настояться и приобрести еще более яркий вкус, цвет и аромат. И вот через 12 месяцев я буду сидеть дома, возле камина. И тут звонок, открываю дверь. Здравствуйте, Бедняков, вот вам 300 ваших именных бутылок. Крутяк. Такие бутылки могут быть и вашими, если вы так же легко расстаетесь с баблом, как и я. Вообще, байк или что это, скутер, самокат, идеальное решение, потому что, ну вот что Бедняков там едет в своем автомобиле, и дальше стекол ничего не видит. А мне ветер в лицо, я знаю, как пахнет здешняя листва, и вижу каждую мелочь. Следующая точка в моем тосканском путешествии – парк Апуанские Альпы, где находится одна интересная пещера. Итак, друзья, пещера Грота дель Венто – одна из самых красивейших в Европе. А еще у меня забрали рюкзачок, потому что, не дай бог, я этот кусочек пещерки с собой прихвачу. Долгое время люди не знали о существовании здесь пещеры. Вместо широкого входа было лишь крохотное отверстие в скале. 100 лет назад оно заинтересовало спелеологов. Они попросили маленькую девочку пролезть через отверстие и посмотреть, что там внутри. Так и была обнаружена эта пещера. Вообще название этой пещеры переводится как «пещера ветров». А все почему? Когда ветер попадает в пещеру, он гуляет по всем этим витиеватым проходам, лабиринтам, и создается какой-то невероятный звук, а также здесь могут быть ураганы из-за этого. Ученые исследовали только 4,5 километра пещеры, но настоящего ее размера не знает никто. Она разветвляется на множество тоннелей и ходов, изучить которые пока не удается. Могу уже с уверенностью сказать, что, по-моему, это самая большая и долгая и длинная пещера, в которой я когда-либо была. Прям такие катакомбы. Есть у этой пещеры и тайны. Судя по найденным костям, Здесь жили доисторические грызуны и медведи. Но, по словам ученых, любые формы жизни в этой местности невозможны.
Кроме того, в этой пещере проводили исследования на космонавтах НАСА. Выяснилось, что 48 часов в изолированном замкнутом темном пространстве для человека приравнивается к суткам. Он начинает есть и спать в 2 раза меньше, таким образом истощая свой организм. Но и это еще не все. Галлюцинации. Представляете, однажды у группы ученых, которая работала в одном из залов этой пещеры, случилась звуковая галлюцинация. И они слышали какой-то шепот и голоса, и даже попробовали записать его на диктофон и расшифровать у себя в блокнотиках. Но когда они вышли на улицу и прослушали этот диктофон, там была абсолютная тишина. И причем это случилось не у одного ученого, а у всех сразу. Вот и думай теперь. Пожалуй, буду двигать к выходу, пока истощение и галлюцинации не появились у меня. Кроме собственного вина, на винодельне Рокко ди Фрасинелло есть еще одна услуга – обед в погребе. Шеф? И не просто обед, а обед от одного из лучших шеф-поваров Тосканы, который специализируется на средиземноморской диете. С какой любовью выносит шеф свои блюда. Если вы только видели, как у него светятся глаза. Средиземноморская диета – это особый рацион питания, который ЮНЕСКО включил в список нематериального наследия человечества. Ученые выяснили, что эта диета помогает похудеть без вреда для здоровья, повышает иммунитет и продлевает жизнь. В средиземноморской диете нет строгих запретов и ограничений. Просто основу рациона должны составлять овощи, злаки и морепродукты. А вот и первое блюдо. Злаковый хлеб, а на нем кусочки помидора, папайи и селедка под оливково-лимонным соусом. Так вот, оп, оп. Ну, конечно, очень интересный вкус, он такой кисло-соленый. На второе – гребешок с креветками под нежнейшим рыбным бульоном. Прекрасная диета такая. Я бы тут на диете бы сидел постоянно, ребятушки. И, наконец, третье блюдо – жареный осьминог под чесночно-базиликовым соусом. Я фанат средиземноморской... Сейчас, это просто 2 бокала вина уже было. Средиземноморская диета, я тебя обожаю. Мы с тобой лучшие друзья. Посмотрите. Ну, какой вывод можно сделать из всего этого? Вывод только один. Во! После дегустации вина обычно так бывает. Хлебом не корми, дай по полю побегать, да бабки пораздавать. И вот прямо сейчас Орел и Решка очередные $100 хочет отдать тебе. Поэтому, дорогой друг, будешь в Италии, а именно в Тоскане, отправляйся к винодельне Рокко ди Фрасинелло. От винодельни по дороге проезжай 1-й, 2-й, 3-й и 4-й перекресток. Не доезжая до 5-го, останавливайся и ищи дальнее дерево. В его корнях тебя и будет ждать клад от Орла и Решки. И Андрюшу Беднякова. Дерзай! Все, бутылку спрятал, можно и по полю побегать. Еще одна гордость Тосканы – термальные источники. Их здесь несколько десятков. Но самые популярные и в придачу бесплатные – это термы Сатурнии. По легенде, они возникли в месте, где Юпитер, разгневавшись на Сатурна, метнул в него копье и промахнулся. Ученые утверждают, что этим источникам порядка 3000 лет. В Средневековье за желание обладать ими тут случалось множество конфликтов. А сегодня этот природный термальный водопад у старой мельницы общедоступен. Ну что,
Поправим немножечко здоровье. Слушайте, вода просто теплющая. Как в ванной, как в комнатной, температура даже горяченькая. Прикольно. Температура воды в источнике 37 градусов. И говорят, она лечит десятки болезней. Мне сложно это признавать, но в моем возрасте, да, вот 28 лет человеку, такие процедуры мне уже необходимы, и я знаю о них все. Артроз, остерохондроз, проблемы, в общем, с костями, со спиной, с дыханием. Вот, все это лечит, убирает, снова как будто нам 20. Ну и самое главное, эта водичка убирает стресс. Я всего про одну водичку в жизни так говорила, и она правда убирала стресс. Будет забавно, если я обнаружу вторую такую. Лечебный эффект в воде дает повышенное содержание серы, ведь она берет начало в кратере потухшего вулкана. Несмотря на комфорт пребывания в этой благотворной водице, которая очень теплая и помогает здоровью, она жутко пахнет серой. Поэтому будьте готовы к легкому оттенку тухлого яичка. А мое богатое бородатое тельце приехало в один из лучших спа-отелей мира. Видите ли, мое тельце будет ночевать там. Ну хорошо, спорить не буду, потому что с этим тельцем спорить опасно. Я подчинюсь. Yep. Thank you. That's your key. Thank you very much. Красиво так. Отельный комплекс Термо ди Сатурния Спа энд Гольф Резорт расположился в здании старинно отреставрированной виллы. Это 128 комфортных номеров, шикарный ресторан и огромный спа-центр. Но главная его фишка – эксклюзивный природный термальный бассейн. И пока солнце окончательно не село, первым делом я туда и отправлюсь. Это блаженство. Как классно, водичка такая тепленькая. Происхождение этого источника тот же, что и у Насти – кратер потухшего вулкана. Единственное отличие – в моем практически нет людей, и я могу наслаждаться им как захочу и сколько захочу. А я направляюсь к последней точке моего сегодняшнего путешествия. Кемпинг Марема Сан Солчи, в котором я забронировала номер за 25 евро. И это один из самых дешевых вариантов в регионе. Ой, Санька, смотри, здесь номера выглядят как мини-дача. У меня 30 лет назад что-то... Ой, я не жила 30 лет назад еще. Подождите, стоп. Я хотела сказать, что кемпинг выглядит как пионер-лагерь из детства моих родителей. Удобство на улице, а домики больше походят на беседки или вот, как у меня. Вообще палатка. Ребята, ну слушайте, я получила себе целый дом. Кровать настоящая деревянная, с матрасом. Вода даже есть, туалетная бумага, холодильник, а еще и свежий воздух. Спишь, легкие работают, обогащаются кислородом. Настроение прекрасное, белье чистое. О! Только у меня один вопрос. Сань, ты-то где будешь спать? Нет. Нет. Вот там, Саш, на улице. Место, Саша, место. Сейчас, Санечка, сейчас пойдем. Я просто отзывы читаю. Я вообще всегда отзывы читаю, когда хочу купить что-нибудь новенькое на Е-каталог. Сейчас выбираю ноутбук. А тут можно узнать о ноутах все и найти модель на любой вкус и кошелек. Ну что ж, накупался вдоволь. Пора и номер посмотреть. 126.
Никто не открывает. Ну это же мой номер, там никого нет, конечно, никто не открывает. Добро пожаловать, гости дорогие. Заходите в мои хоромы, разувайтесь, мои сахарные. И я пойду посмотрю, что тут у нас. Лучший номер в одном из лучших спа-отелей Тосканы стоимостью 1600 евро в сутки. О, как приятно. Смотрите, меня встречают, фрукты, шампанское, лёдик, конфеты. Как приятно. Такая мелочь, казалось бы, но не в каждом отеле пятизвездочном тебя так встречают. Ну, а тут, я так понимаю, одно из двух. Либо балкон, либо спальня. Спальня. Класс. Ванная комната большая. О, мрамор, кстати. Ребята, вот вам, пожалуйста. Сегодня мы утром были там, где этот мрамор достают, ну, на его родине. А сегодня этот мрамор уже в моем номере. Здесь гардероб. Вещей у меня нету. Ну, надо что-то бросить, поэтому все, моя кепка там. Гардеробная. Что-то я устал. Я понимаю, что я устал. Такой насыщенный день, ребята. Прям хочется чуть посидеть. Хороший день. И пока хорошая Тоскана. Раздень меня. Никогда не думал, что буду говорить такой оператор, но не все, ладно, я сам. Силы еще есть. Доброе утро! Ребята, я прекрасно спал, у меня отличное настроение, кроватка мягенькая, сон прекрасный, весь сезон, у меня золотая карта, Ивлеева называет меня мой господин. Хотя она и так меня называет, но все равно приятно. Сегодня я решил отказаться от стандартного отельного завтрака и попросил приготовить мне местное традиционное блюдо чибрео. Так, ну это яйцо пашот, укропчик и мясо. То есть, что это за мясо, я не понимаю, сейчас я попробую. Как пуп. Вы ели пуп когда-то? Чибрео, или же яйца с куриными потрохами, любимейшее блюдо местной уроженки королевы Екатерины Медичи. Правда, однажды после трапезы у нее случилось ужасное несварение. Оказалось, дело было в плохо проваренных артишоках, которые королева решила отведать в закуску к чибрео. После этой истории блюдо обрело еще большую популярность, но не у меня. А вырвать можно в кадре? Или нет? Это очень невкусно. Так, я полил этой подливкой. Сильно ситуацию это не спасло. Оно хорошо приготовлено. Наверняка это многим людям нравится. Но я не отношу себя в эту когорту. Я лучше спущусь на завтрак и поем вкусной, обычной, стандартной еды. А пока Андрей от королевской еды нос воротит, я пришла к еще одной тосканской достопримечательности – Тиренскому морю. Друзья, вот такое вот утро не сравнится ни с одним утром в богатом отеле. Ой, просто прекрасно. Но время двигать дальше. Впереди нас ждет еще один сюрприз. Будь моя воля, я бы вообще здесь целый день гуляла. Тоскана располагает выглядеть хорошо, а прическа – это 80% успеха. Моделирующий лак объем от Nivea с отсроченной фиксацией мне в этом очень помог. Сначала наносите, потом моделируете и фиксируете. Превосходно. Настюш, прости, а что ты там про море говорила? Богатые люди в Тоскане не любуются им с берега. Let's go! Я отправлюсь на осмотр еще одного знакового места в регионе – Тосканского архипелага. Ну здорово же, это касательно того, что многие говорят, да по-богатому отдыхать, ну что это все однообразно, там машина, отель, ты там поспишь.
Смотрите, смотрите, как здорово, как однообразно. Я кайфую, я трачу деньги, ребята, у меня есть такая возможность, я прекрасно провожу время здесь, в Тоскане. Я думаю, по-бедному Настя тоже неплохо там себя чувствует. Да, Настя? Как дела? Чувствую себя просто зашибенно. И я уже приехала в еще одно обалденное место – долину Валь-д'Орча. Ну что, друзья, наконец-то я добралась до главной достопримечательности Тосканы. А что вы удивляетесь? Да, именно ландшафты являются визитной карточкой. Посмотрите, какая красота. Бесконечность плавных холмов с золотистыми полями, переходящими в зеленые луга, с отдельными островками из деревьев. И все это обильно залито нежным тосканским солнцем. Такой удивительный пейзаж формировался на протяжении многих миллионов лет. Сначала его эскиз набросало море, потом покрыл пеплом вулкан, и довершили это произведение искусства ветер и речные воды. Это место считают самым красивым в Тоскане. В средние века сюда приезжали художники-пейзажисты, а сегодня фотографы и такие, как я, туристы. На секундочку, друзья, это место является одним из самых фотографируемых в мире. Сань, сфоткаешь? Ну вот, друзья, можете делать скриншот и ставить себе на заставку рабочего стола. Полчаса на катере, и я уже на территории Тосканского архипелага. По легенде, острова архипелага – это драгоценные камни с ожерелья Венеры, некогда упавшие в море. Пришло время и мне упасть в эту воду, чтобы посмотреть на подводные драгоценности архипелага. Водичка здесь теплая и прозрачная, вокруг красивые скалы и десятки местных жителей. Одним словом, ребятки, да это же крутяк! О, прикольно! Вода обалденная! Виды обалденные! Волны обалденные! Я поняла, чего мне не хватает. Умных часов. Чтобы были стильные и с кучей функций. Чтобы был шагомер, GPS и функции управления голосом. Пока есть минутка, зайду на Е-каталог и посмотрю, какие там новинки. Под конец моего уикенда в Тоскане я приехала в городок Сиена. Ну что ж, друзья, в этом регионе мне осталось только попробовать флорентийский стейк. Hello. I need Florentina steak, you know. Только a little bit, because I don't have a lot of money. Is it possible? Thank you. Grazie. Флорентийский стейк – это филе туши молодого бычка. Готовят его без использования каких-либо маринадов и специй. Исключительно на углях дуба или оливы. И так, чтобы образовалась корочка, а внутри мясо оставалось практически сырым. Подают без гарнира. Ого! Ничего себе, друзья! Посмотрите, какой огромный стейк! Но, с другой стороны, это и к лучшему. Я бы такой стейк, в жизни бы не съела. Надо
Нет таких трудностей, с которыми бы я не справлялась. Вот оно такое, знаете, недожаренное, как будто вот недосоленное, недоперченое, недоприправленное. Да простит меня Флоренция, но она как будто для тех, у кого проблемы с желудком, или тех, кто на диете. Ребята, если вы хотите ощутить всю прелесть этого стейка, не пожалейте денег на нормальный кусок, а то будете, как я, наслаждаться огрызками. Господи, я этот стейк буду дожевывать аж до самого аэропорта. Тоскана прекрасна, Приехал сюда, я обалдел. божественно Unbelievable. и восхитительно. Грация, порфаворе, пицца, равиоли. Что еще тут можно добавить? Просто топчик. Господи, мать моя божья. Здесь потрясающе пахнет вином. Эта водичка убирает стресс. Вот и думай теперь. Bingo. I like it. Здесь так красиво, что плохо. Красиво. Слезы мешают. Слушай, а я говорить. иду смотрю, думаю, это может какой-то рэпер сейчас начнет брейк-данс танцевать. А это же ты, Настя! Боже, ну привет! Мой ганста-рэпер. 2 дня ты это не видела, и вот сейчас это вместе с тобой. Благодарю. И вместе с вами. Ну как? Тоскана – это волшебно. Бюджетному туристу тут есть чем заняться, даже на $100. Но единственное, чего было мало – это количество дней. Сюда нужно приезжать не на уикенд, а на неделю и даже больше, друзья. Как А лучше на 2, минимум ребят, на неделю. 3. Конечно. Приезжайте на конечно. 3. Вот вообще возьмите бабки, займите, сходите в банк, возьмите кредит. На 3 недели сюда приезжайте. Потому что тут что? Судя по тому, что Настя не останавливается, здесь винно. Я повторяю эту фразу, это ключевая фраза сегодняшнего вечера. Но самое главное... Слушай, а это какой город? Я забыл, просто уже я столько... Сиена. А, здесь Сиена. Во Флоренции была? Конечно. А, то есть ты вот это там темное пятно ходил. Я так пролетал и смотрю, боже, кто это? Что это за... Такая Стоп. Ты летал? Да, Настюш, я летал. Ты летал? Я На летал. самолете, поди, вот это вот все, да, в бизнес-классе, очки снял. Наконец-то я летал не во сне, а с парашютом. Это разные вещи. Все, закрывай рот. Говори свою фразу, которую ты обычно говоришь, ты выучила ее. Да, увидимся в следующем городе, молодец. Все, значит, смотри, я частный самолетик, Ты не маленький. стыканул? Не, ну, этого я не говорил.